Я начинаю рассказ о, пожалуй, самом старом административном здании во Флоренции. Это Барджелло. Строить его начали в 1255-м, вдоль старых стен, которые стояли здесь еще при Матильде Коносской, 1,5 века назад. Строили здание из местного коричневого известняка и примерно так, как в те времена строили муниципалитеты в Ломбардии, в Северной Италии. Эта традиция, собственно, и сохранилась во Флоренции со времен Матильды и ломбардского правления. Здание обрамляли 2 деревянные галереи, сейчас их больше нет, а вот кронштейны для них видны до сих пор. Окна не на равных расстояниях друг от друга. В те времена архитекторы часто не обращали внимания на такие вещи. Границы между этажами видны снаружи. Каждый следующий меньше высоты, чем предыдущий. Дворец строился как квартира и офис капитано дель Популо. Это была административная должность, что-то вроде военачальника, созданная в основном для того, чтобы как-то сбалансировать власть и влияние нобелей, которые были представлены в основном подеста, что-то вроде мэра, во всяком случае в те времена, в середине XIII века. Так было практически во всех городах-государствах Италии. Во Флоренции должность капитано дель Популо была создана в 1250-м, еще и для того, чтобы освободить город от власти Фридриха II и его последователей. Это Фридрих II Гогенштауфен, король Германии, король Сицилии, Италии и Бургундии, император Священной Римской империи и заодно король Иерусалимский. Вот как раз в 1250-м он и умер. Естественно, дворец поначалу назывался Палаццо дель Капитано, потом Палаццо дель Подеста, после того, как туда переехал Подеста. И понятно, что с самого начала дворец строился так, чтобы пугать. Мир был неустойчивым, грубым, правительственное здание должно было внушать страх. С одной его стороны дворец включал теперь частную башню Ла Волоньяна высотой 57 метров по имени гибеллинской семьи, которую держали здесь в заключении. Кстати, одним из первых указов капитано дель Популо было требование укоротить все частные башни до 28 метров. Только башня Барджелло должна была оставаться вдвое выше. В 1290-м на башне устроили колокольню и подняли туда колокол Ла Монтанина, который был отбит в Кастелло де Монтале. В 1332 в здании произошел большой пожар, выгорела его большая часть, восстанавливал его в следующие 15 лет Нери де Фьораванти, о котором мы уже говорили в нескольких фильмах. Он был признанным мастером сводчатых потолков, хорошим организатором. Вот этот зал Салоне де Консильо построил именно он. Сейчас это называется зал Донателло. Нери де Фьораванти участвовал в очень многих проектах во Флоренции в это время, в середине XIV века. Восстанавливал Понте-Веккио после страшного наводнения 1333-го, строил Орсан-Микеле, Санта-Мария-Новелла. Ну вот, с 1502 в Барджелло устраивается суд и тюрьма. В центре внутреннего дворика, рядом с фонтаном, устанавливают виселицу. Но на ней вешают не всех. Например, Бернардо Баранчелли, убийца Джулиано де Медичи, брата Лоренцо Великолепного, был повешен на обозрение всей публики из окна Барджелло. Это называлось «defenestration». Набросок Леонардо, между прочим. Ну вот, а с 1574
в Барджелло переезжает офис шефа полиции. Должность шефа полиции и называлась Барджелло. Вот потому и с тех пор дворец так и называют. Но тюрьма здесь осталась, и не только тюрьма, а и комнаты для допросов, пыточные. Пара слов о внутреннем дворике. С 3 сторон его обрамляет внутренняя галерея, которая покоится на массивных колоннах, разделенных широкими полукруглыми арками. Открытая лестница ведет вверх к продолжению экспозиции на 2 этаже, а огромное количество гербов на стенах принадлежит различным подеста, которые находились здесь в разные времена, районам города и судьям. Здесь же и суд был. Все эти медальоны XIV, XV и XVI веков. Теперь это в основном копии, оригиналы внутри. Естественно, что частая смена назначения здания вела к его серьезным переделкам. Заложили лоджии, внешние деревянные галереи исчезли, что-то было надстроено, большие залы были разделены на маленькие комнаты. Однако, когда в середине XIX века у флорентийцев снова появился интерес к славному прошлому своего города, дворец восстановили и переориентировали в музей, поскольку Уффици уже не мог вместить всего. Поэтому в 1865-м, после реконструкции, в Барджелло были перенесены разделы скульптуры и прикладного искусства. Сегодня Барджелло – это один из самых важных музеев скульптуры и прикладного искусства в мире. Донателло, Микеланджело, Джамбалонье, Гиберти, Вероккио, Челлини, Лука и Андреа делла Роббио, кого здесь только нет. Таким образом, мы от истории здания плавно переходим к экспозиции музея, которая начинается прямо здесь, во внутреннем дворике. Поскольку я не буду особенно придерживаться хронологии, начать можно с чего угодно. Например, вот с этой кованой лампы. Когда-то она висела в одном из дворцов Орвието, Палаццо Гвалтерио. Когда-то в нем останавливались короли, проезжающие через город, но древняя семья, которой дворец принадлежал, вымерла, и лампу в конце XIX века купили для освещения внутреннего дворика Барджелло. Этот фриз попал сюда из Бадии, которая, как мы уже знаем, здесь же рядом, через площадь. Это резьба по камню, 15 век, флорентийская работа. Его автор неизвестен, но ясно, что он был мастером. Какие выразительные дельфины, каждый со своим характером. Вообще, надо сказать, что до эпохи Возрождения отдельно стоящие скульптуры были более редки, чем барельефы. Их ведь куда сложнее создавать. Только во времена Возрождения скульптура снова, как и в древние времена, поднялась на вершину искусства, уступая, может быть, только архитектуре. Вот Бенедетто да Майяно был одним из самых известных скульпторов во Флоренции во второй половине XV века. Вот эту скульптурную группу «Коронация Фердинанда I Арагонского» в 1459 заказали ему вот для этих ворот в Неаполе. Но группа осталась незаконченной, и отдельные ее фигуры разлетелись по Флоренции после смерти да Майяно. Центральная часть, сама коронация, попала в Барджелло в 1870-м, а музыканты ровно через 100 лет. Замечательно выразительная группа. Здесь во дворике
несколько работ Бартоломео Аманати, а этот человек заслуживает того, чтобы о нем немножко поговорить. Родился Аманати в Сетиньяно, сегодня это пригород Флоренции, который был центром резьбы по камню. Многие родственники Аманати зарабатывали как раз резьбой по камню, поэтому естественная карьера для него была стать скульптором либо архитектором. Это еще один вид Сетиньяна, а вот это, кстати, Вилла де Майяно, которая хорошо видна с пьяццале Микеланджело. Когда-нибудь я о ней расскажу. Ну вот, отец Аманати умер, когда мальчику было 12 лет. Вот тогда он и попал в мастерскую известного скульптора Баччио Бандинелли. Мы еще о нем поговорим в этом фильме. Вот его автопортрет, который висит в коридоре Вазари сегодня. А все, кто бывали во Флоренции, наверняка знакомы вот с этой статуей Баччио Бандинелли, которая стоит прямо перед Палаццо Веккио. В 1527, когда Аманати было 16 лет, во Флоренции разразилась очередная вспышка чумы. Как раз в это время из города были в очередной раз изгнаны Медичи, за ними последовал и Бандинелли. Аманати остался и через 2 года со своим другом, тоже скульптором, был пойман за попытки кражи 50 рисунков Микеланджело. Ну, ребята хотели поучиться у мастера, а интернета или музеев, как на грех, еще не было. Неприятный инцидент. Аманати уезжает в Венецию и продолжает учиться теперь у Якопо Сансавино. О нем мы тоже еще поговорим. Так вот, Аманати был в основном архитектором и очень хорошим. Он строил, например, Понте Санта-Тринита. Этот, правда, восстановленный. На оригинальном, который фашисты взорвали в 1944-м, были еще статуи. Строил Аманати и виллу Медичи в Риме, мимо которой мы проходим, если идем из центра города к вилле Боргезе. Внутренний дворик Палаццо Питти – это тоже работа Бартоломео Аманати. Но сегодня, боюсь, он известен больше в связи с высказыванием Микеланджело, который, увидев вот этот фонтан работы Аманати, сказал: «Ах, Аманати, Аманати, какой прекрасный кусок мрамора ты испортил». И это обидно, потому что, вообще говоря, Микеланджело относился к Аманати хорошо. Статуя действительно не из лучших, но, во-первых, Аманати был тогда очень молод, и такое высказывание признанного мэтра по отношению к, так сказать, молодому специалисту неудивительно и не оскорбительно. Во-вторых, учился он в основном все-таки как архитектор, а не как скульптор. А в-третьих, мрамор-то действительно был испорчен, но не Аманати. В этом деле, да и не в нем одном, очень некрасиво повел себя его учитель Баччио Бандинелли. Он сам хотел получить заказ на этот фонтан, и когда узнал, что заказ передали Аманати, а Козимо I, великий герцог Тосканский, уже заплатил за блок мрамора для статуи, Баччио Бандинелли поехал в Каррару, нашел и повредил этот блок мрамора. Так что Аманати пришлось иметь дело уже с испорченным блоком. Конечно, блок, который Микеланджело использовал для Давида, тоже был поврежден скульпторами, которые пытались работать с ним до этого. Ну так кто Микеланджело? А мы говорим, хотя о хорошем, но смертном Аманати. Ну вот, здесь, во внутреннем дворе Барджелло, 2 работы Аманати. Это первая из них – Юнона и 2 павлина. Павлины были эмблемой Элеоноры Толецкой, великой герцогини Тосканской, жены Козимо I. Поэтому намек очевиден, потому что группа предназначалась для фонтана,
который мы сейчас увидим. Вот для этого. Группа, которую мы только что видели, вот там наверху, на арке, точнее, на радуге. Фонтан был заказан Козимо I для вот этого огромного зала в Палаццо Веккио. Правда, установлен там он никогда и не был. Поставили его сначала на вилле в Портолино, вот здесь на плане видно, потом в Боболи Гарденс, здесь во Флоренции, в Палаццо Питти, а в XVII веке убрали и оттуда. Такая вот неудачная судьба у этого фонтана. Слишком демандень, наверное. Только в 2011 он был восстановлен здесь, в Барджелло. Фонтан должен был представлять воду в 4 элементах. Юнона соответствует воздуху, а Церера – земле. Река Арно, вот здесь слева, это, естественно, вода. Боковые статуи представляют великого герцога Козимо I и Флоренцию в виде богини Флоры. На ней золотое руно, которое подарил Козимо I император Карл V в 1545 году. Ну вот, мы вернемся еще к Аманати, а пока дальше по внутреннему дворику. Вот эта группа «Речные боги» другого ученика Баччо Бандинелли Франческо Камильяни. Скорее всего, группа была заказана для фонтана на флорентийской вилле брата и отца Элеоноры Толецкой, великой герцогини Тосканской. Это написано в табличке на стене рядом. Но вот чего здесь не написано, так это того, что вилла пошла с молотка, фонтан купили городские власти Палермо и перевезли его туда. В одном из моих фильмов о Палермо я этот фонтан показывал. Долго мы вокруг него гуляли. Уж больно хорош. А называется он так, потому что на нем очень много обнаженных фигур. Сицилийцам тогда это было непривычно. А вообще сохранилось очень немного работ Камильяни. Вот это Винченцо Данти. Называется Козимо I. Такая аллегорически-апологетическая статуя. Я не знаю, если бы это называлось какой-то римским воин или что-то такое, ну ладно. А когда это в лицо владетелю называется Козимо I, ну, получается такой, я не знаю, Церетели. Мы совсем недавно видели еще одну его работу, вот эту, бронзовая статуя тоже действующего папы на момент ее создания, Юлиуса III, перед кафедральным собором в Перудже. И вот через 20 лет вот эта статуя. Ну ладно, не знаю, может, я несправедлив к Данти. Скульптором-то он был очень хорошим. А это Джамбалония. Настоящее имя скульптора – Жан де Болон. Не флорентиец, который работал во Флоренции во второй половине XVI века и прославил флорентийскую скульптурную школу по всей Европе. Мы еще будем о нем говорить в связи вот с этой статуей, которая просто фурор произвела в искусстве скульптуры. А этот его мрамор – аллегория океана, которая была сделана в 1572 для Боболи Гарденс. Примерно 100 лет тому назад ее перенесли в Барджелло. Здесь во дворике не только скульптуры. Вот эта пушка, например, была отлита для персонального корабля великого герцога Тосканского Козимо II в начале уже XVII века. А вот это замечательное произведение искусства, ну, если забыть о его назначении, было отлито в 1638
по заказу великого герцога Фердинанда II де Медичи для крепости в Пизе. Называется она «Святой Павел», потому что декорирована, кроме этих львов, еще и головой святого Павла. Это одно из высших достижений бронзового литья в XVII веке. Отлил обе эти пушки Казимо Ченни. Он же сделал и вот эту миниатюрную модель пушки святого Павла. Но для меня, может быть, самым интересным произведением искусства здесь, во дворике, в Барджелло, несмотря на те замечательные вещи, которые мы уже видели, все-таки вот эта скульптура, можно сказать, современная, во всяком случае по сравнению с ними. Винченцо Джемито отлил ее в конце XIX века. Этот рыбак сразу попал на выставку в Париже в 1877 и немедленно сделал Винченцо Джемито на весь мир знаменитым. И не мудрено, потому что и поза, и вот это напряжение, и осторожность, с которой мальчик пытается разжать кулак, чтобы посмотреть, что там у него, и рыбку при этом не выпустить, и любопытство в его лице. Все это показано с таким мастерством, так реалистично. По-моему, это великолепная скульптура, отойти от нее трудно. Винченцо Джемито, правда, во Флоренции никогда не жил, он был подкидышем. Его, правда, потом усыновили, но скульптуре он учился сам, так сказать, самоучка. Он ходил в какое-то подобие вечерней школы в Академии искусств в Неаполе и водил дружбу со скульпторами, но это практически и все. А вот поди ж ты. Ну, ладно, пора нам уйти из дворика и войти, собственно, в музей. А то мы уже целый фильм посмотрели, а в музей ведь так еще и не вошли. В общем, продолжение следует.